Лето– время, когда особенно хочется оставить все заботы и отправиться в путешествие. Конечно, было бы здорово сейчас подставить лицо австралийскому солнышку, стоя в антракте на балконе Сиднейской оперы. Или после кофе с круассаном оказаться на знаменитой лестнице в парижской опера Гарнье. Но реальность, увы, вносит свои коррективы. Однако хорошая новость в том, что, во-первых, никто не запретит нам мечтать. А во-вторых, мы можем отправиться в маленькое балетное путешествие и получить море впечатлений и знаний прямо сейчас, не собирая чемоданы. Я очень люблю документальные фильмы о балете. Они позволяют узнать, как формировались хореографические традиции в разных странах, чем живут люди театра на разных континентах, что и как именно танцуют, с какими трудностями сталкиваются и о чем думают. А формат дает возможность не только узнать, услышать все эти истории, но и своими собственными глазами увидеть, как там все устроено, как танцует тот или иной артист, какой уровень у кардебалета, как выглядит местное закулисье и так далее. По-моему, это всегда интересно и захватывающе. Сегодня расскажу о нескольких замечательных документальных фильмах, которые познакомят вас с балетными труппами разных стран. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Начать хочется с фильма, в котором много искренней, всепоглощающей любви к балету. Она отражается не только на визуальной стороне. Документалка об истории и современности американского балетного театра потрясающе красиво снята. Там много кинематографичных фрагментов, которые хочется пересматривать. Но куда важнее слова, что и как говорят артисты разных поколений, критики и хореографы. Очень часто мы слышим голос Дженнифер Хоуманс, исследовательницы танца, автора книги Apollo's Angels. Думаю, она помогала формировать сюжетную канву документалки, и это прекрасный выбор, за него создателей можно только похвалить. Дженнифер вместе с артистами и другими критиками проводит нас по основным вехам истории ABT. Делает это очень деликатно, вдумчиво и интересно. В ней нет совершенно никакого пафоса, желания самоутвердиться или уйти в дебри каких-то социальных и политических вопросов. Она просто рассказывает о том, что хорошо знает и любит. И остальные герои этот простой, но теплый и доверительный тон поддерживают. Мне особенно запомнились слова Алексея Ратманского, много лет сотрудничающего с ABT в качестве хореографа, о том, что артист никогда не танцует в одиночестве. За ним стоят духи прошлого, тени тех, кто танцевал эту партию раньше. И он – их естественное продолжение. В фильме в том числе рассказывается об этих великих тенях. Вообще, до появления ABT танец в Америке ассоциировался с мюзик-холлами. Но Люша Чейз, занимавшаяся в студии Михаила Морткина, некогда партнера великой Анны Павловой, задумала создать национальный театр, который собрал бы все лучшее от уже известных балетных традиций и адаптировал их под американскую почву. Эта деятельнейшая женщина нашла спонсоров, окружила себя талантливейшими людьми и воплотила масштабную идею в жизнь. Любопытно, что Люша Чейз не стремилась создать театр одного хореографа. Это повторяется в фильме несколько раз и является, безусловно, таким укольчиком в сторону соседей NYCB. Вы, наверное, знаете, что ABT и NYCB конкурируют. Так вот, Чейз мечтала о театре, где смогут работать разные постановщики, и где танцовщики смогут пробовать себя в разной хореографии, постоянно развиваясь. Этому принципу ABT верен и в наши дни. Оберегая классическое наследие, труппа много работает с современными хореографами. Документалку снимали в золотое время, когда примами и премьерами были Джули Кент, Марселла Гомес, Дэвид Холберг, Палома Эррера. Уже пришли Изабелла Бойлстон, Даниил Симкин, Мисти Коупланд. И еще не покинули этот мир представители старшего поколения, заставшие саму Люшу Чейз. Говоря о документальных фильмах и танцевальной Америке, конечно, нельзя не упомянуть культовый сериал 2013 года «City Ballet». Он состоял из 22 эпизодов по 8-10 минут. Каждый был посвящен определенной теме. Кардебалет, солисты, костюмы, художественное руководство, травмы, материнство. Кстати, по-моему, этот эпизод был одной из первых попыток обсудить в публичном пространстве трудности, с которыми сталкиваются балерины, решившие стать мамами. А еще именно эта документалка сделала супер популярным того самого Чейза Финли, который через несколько лет вынужден был уйти из балета после грандиозного скандала. Подробно рассказывала о нем в этом коротком видео. Если вы не настроены на исторический экскурс и хотите чего-то легкого и жизненного на один вечер, City Ballet – идеальный вариант.
Если же вам хочется узнать больше именно о формировании стиля NYCB от Джорджа Баланчине, могу перенаправить вас к этому видео про мистера Би. Во время подготовки я читала много разных источников и посмотрела несколько старых документалок PBS. Они в ролике упоминаются. Перенесемся в другую англоязычную страну и поговорим о балете «Туманного Альбиона». В последнее время эта тема меня увлекает. Много всего читаю и смотрю, чтобы лучше понять британскую школу, их традиции. Так получилось, что в юности я была скорее франкофилом. Обожала парижскую оперу, любила документалки об этуалях. Смотрела много спектаклей. Довелось даже пару раз попасть в «Святая святых» опера Гарнье. А вот Англией как-то не сильно интересовалась, но сейчас активно наверстываю упущенное. В 2014 году для BBC сняли отличный, очень интересный, познавательный фильм «Dancing in the Blitz» «How World War II Made British Ballet», то есть «Танцуя под обстрелом» или «Как Вторая мировая создала британский балет». Создателям удалось поговорить с непосредственными участниками событий, оставшимися в живых танцовщиками первого состава Sadler's Wells Ballet, который позже превратился в королевский балет Великобритании. Любопытно, что у истоков британского балета тоже стояла сильная, талантливая, незаурядная женщина – Нинет де Валуа. Ученики, а вслед за ними и все остальные, называли ее просто «мадам». Мадам танцевала в труппе Дягилева, а покинув ее в 27-летнем возрасте, задумалась о создании британского балета. В те времена англичане воспринимали балет как что-то чисто русское и как зрелище для аристократов. Дамы приходили в Ковент-Гарден исключительно в фамильных тиарах. Обычные жители Лондона попасть на такие спектакли не могли, да и, честно говоря, не очень-то и хотели. Мадам решила изменить ситуацию, не насаждая традиции русского имперского балета, а трансформируя их. Она собрала группу из 30 танцовщиков, нашла талантливого музыкального руководителя и начала работать. В 40-х людям нужна была возможность на время сбежать от ужасов войны. Балетные спектакли, классика, а также современные хореографические миниатюры, постановки Фредерика Аштона и самой Нинет де Валуа стали такой отдушиной. Труппа ездила по всей стране. Балерины в условиях дефицита питались маргарином и танцевали 18 спектаклей в одной паре пуантов. Просто немыслимо. Но все мучения в итоге окупились. Эти поездки влюбили в балет целое поколение британцев. А труппа Нинет де Валуа после войны обосновалась в том самом Ковент-Гардене, куда еще лет 10 назад их и на порог бы не пустили. Первый послевоенный сезон открылся «Спящей красавицей» с Марго Фонтейн в образе Авроры. Среди зрителей была королевская семья в полном составе. Мадам была очень умной и упорной женщиной, можно только восхититься. Поговорили о серьезном, теперь можно смело нырять в жанр балетного реалити, чтобы немножко передохнуть. Вторая по важности и известности труппа Великобритании, английский национальный балет, поучаствовала в съемках трехсерийной документалки в стиле американских шоу с драмой, напряжением, закулисными комментариями, интригами, хлопанием дверей и так далее. И название такое, чтобы вас сразу с ног свалить. «Агония и экстаз. Год с английским национальным балетом». Ну, чувствуете, да? Красота. Первая серия строится на ситуации с постановкой нового «Лебединого озера». В качестве принца на сцену впервые должен выйти молоденький и уже тогда безмерно талантливый Вадим Мунтагиров. А лебедем для него выбрали нежно мною любимую Полину Симеонову, приму Штатсбалет Берлин, тоже русскую. Проблема в том, что Полина занята в Берлине и может приехать буквально за пару дней перед спектаклем. И Вадим репетирует с 38-летней примой Дарьей Климентовой, которую постановщик терпеть не может. Он говорит про нее просто все, что можно в такой ситуации сказать, но лучше не нужно. И про предпенсионный возраст, и про дающие о себе знать травмы, и о том, что внешне она не очень, и что с птенчиком Вадимом странно смотрится. Ну и танцует, естественно, не так, как надо. Дарья, надо отдать ей должное, человек с большим чувством юмора, и все это близко к сердцу не принимает. В итоге Полине не дают визу, и Климентова танцует мировую премьеру. Что думает об этом постановщик, можете догадаться. Где они вообще его такого откопали, не знаю, но смотреть крайне увлекательно. Содержание второй и третьей серии рассказывать не буду, посмотрите сами. Это не напряжно, идет очень легко, но действительно погружает в репетиционный процесс и показывает много всего любопытного, что обычно скрыто от глаз. А мы теперь поговорим, как ни странно, об Аргентине. Почему как ни странно? Ну, потому что, давайте честно, мало кто ассоциирует эту страну с балетом. Аргентина – это футбол, танго. Но балет?
Да, балет, и очень даже неплохой. Именно в Буэнос-Айресе в 1925 году появилась первая в обеих Америках официальная балетная труппа. А Театро Колон – один из крупнейших в мире с уникальной акустикой и богатым репертуаром. Аргентина подарила миру таких танцовщиков, как Хулио Бока, прима Королевского балета Великобритании Марианелла Нуньес и этуаль Парижской оперы Людмила Пальеро. Фильма, полностью посвященного балетной труппе, насколько мне известно, не существует. Но в прошлом году аргентинцы сняли большую документалку о театре Колон к его столетию. Там можно узнать и про оркестр, и про хор, и про певцов. Одна из частей посвящена балету. Также на официальном канале театра можно найти классы и репетиции с Международного дня балета. Сюжеты о Марианелле и Людмиле. Интервью с ними. Зато соседи аргентинцев-бразильцы могут порадовать нас полноценным документальным фильмом о так называемой «Школе Большого», единственном зарубежном филиале МГАХ. Строго говоря, идея принадлежит не бразильцам, а телеканалу Russia Today, но это детали. Хотя в данном случае, наверное, детали важные, потому что они формируют нарратив. В отличие от других упоминающихся в видео фильмов, здесь не показывается рутина танцовщиков, процесс разучивания хореографии, трудности на этом пути. У Паде Бразил скорее социальная направленность. Поскольку школа в городе Жуанвиль изначально была проектом, созданным для детей из малоимущих семей, из фавел, криминальных районов Бразилии, на этом делается большой упор. Вот раньше ребята спали на полу под протекающей крышей, а мы дали им кров, еду, медицинское обслуживание. Что само по себе замечательно. Перед людьми, которые взялись за это дело и довели его до конца, можно только преклоняться. Просто для нас, зрителей, заинтересованных именно в балете, работе, закулисной стороне, здесь не так много новых сведений. Самое интересное, пожалуй, отрывочки с бразильскими артистами, танцующими в российских театрах. Ну а на ребят-школьников тоже посмотреть приятно. Я считаю, что латиноамериканские танцовщики уникальны в смысле соединения атлетичности, красивой физики и артистизма, харизмы. В их танце бурлит жизнерадостность, счастье от соприкосновения с движением. Это очень располагает. И вообще они очень душевные и теплые люди. Говорю как преподаватель, много лет работающий с латиноамериканцами. Друзья, если вам интересно расширять кругозор и узнавать о танце в самых разных его воплощениях, приходите в блог Неприма, где я делюсь ссылками на документальные фильмы, видео, статьи, обсуждаю с вами актуальные события отечественного и зарубежного балета. И иногда немножечко рассказываю о том, как после многолетнего перерыва возвращаюсь в форму. Приходите, буду вам всем рада. Австралийский балетный театр славится своими креативными короткими роликами. Но вот большой обстоятельный документалки о труппе не существовало до 2021 года. Тогда местная компания ABC выпустила трехсерийный фильм «And We Danced» и мы танцевали об истории и становлении труппы. Мне безумно хотелось ее посмотреть, потому что мои ассоциации со словосочетанием «австралийский балет» крайне скудные. Анна Павлова, ее знаменитые гастроли на континент и появление названного в честь танцовщицы десерта. Гастроли Ольги Списивцевой, во время которых случился дебют ее психического заболевания. Подробно об Ольге и ее судьбе рассказывала в этом видео. Подростковый сериал нулевых Dance Academy и Дэвид Холберг, возглавивший труппу несколько лет назад. Не густо, сами видите, поэтому, конечно, я хотела посмотреть And We Danced. Но сделать это можно только после регистрации с территории Австралии. И смотреть тоже можно исключительно с территории Австралии. Сервисы на 3 буквы не помогают. Чего мы только не перепробовали, но в итоге пришлось сдаться. К сожалению. Это обидно и, на мой взгляд, со стороны австралийцев не очень дальновидно, потому что, казалось бы, никто ничего не знает про ваш балет. Так расскажите, дайте доступ международной аудитории, привлеките новых зрителей. Но они действуют из каких-то других соображений. Есть у меня осторожное предположение, что когда закончится срок проката документалки на ABC, а это произойдет совсем скоро, 16 июля 2026, возможно, они выложат фильм в открытый доступ. Иногда так делают, но, конечно, не факт. Если вдруг вы из Австралии или туда собираетесь, во-первых, знайте, что я вам ужасно завидую. А во-вторых, обязательно посмотрите этот фильм. Мне кажется, должно быть очень интересно. Ну а нам пока приходится довольствоваться тем, что есть. Пожалуй, я сделаю исключение и расскажу тут о фильме, посвященном не театру или школе, а конкретной артистке, чтобы все-таки что-то австралийское в нашей подборке было. Фильм называется «Элла». Снят он в 2016 году.
Элла Хавелка – первая артистка австралийского балета из числа коренных народов, населявших континент задолго до прихода европейцев. Любовь к балету у девочки из крошечного города в той части Австралии, которую местные называют «the bush», то есть дикие малонаселенные прерии, началась с просмотра «Лебединого озера» на видеокассете. В 15 лет девочка получила грант на обучение в главной балетной школе страны, но после выпуска в труппу ее не пригласили. Элла пошла работать в знаменитый театр танца Бенгара, где артисты аборигенного происхождения, если что, австралийцы их так и называют аборигенами, это не я придумала, создают танец на стыке контемпорари и народной культуры. Когда труппа делала спектакль в коллаборации с австралийским национальным балетом, именно Эллу выбрали в качестве солистки. И тогда же она, вновь попав в балетную среду, поняла, что ужасно скучает по легкости классического танца, по полетам, по пальцевой технике. Худрук позвал Эллу в The Australian Ballet, и она согласилась. Только девушка не была готова к тому, что событие приобретет такое значение и такой масштаб. За 50 лет существования австралийского балета там еще никогда не было артистов-аборигенов. Об Элле писали все газеты, они снимали сюжеты для телевидения. И такой очень личный момент исполнения детской мечты превратился во что-то публичное. В душу Эллы закрались сомнения. Она танцует на главной сцене страны, потому что действительно хороша, или только потому, что австралийскому балету нужно было показать, какой он современный и толерантный. Что меня сразу расположило к Элле и заставило посмотреть фильм целиком, это ее честность и абсолютно адекватное восприятие себя и ситуации. Девушка отдает себе отчет в том, что сложена иначе, что ее тело никогда не сможет быть таким же, как у коллег. Балерина много рефлексирует по этому поводу и, да, можно сказать, что страдает. Желание соответствовать стандартам и одновременно понимание того, что это невозможно, и что своего происхождения неправильно стесняться, постоянно в ней сталкиваются, создавая внутренний конфликт. Мы, наверное, до конца не можем понять его глубину, потому что не росли и не жили в тех условиях, где аборигены долгое время считались людьми второго сорта. Этот переход был смелым решением еще и потому, что 4 года артистка протанцевала контемпорари, не вставая на пальцы. Танцевать классические балеты после такого огромного перерыва – задача крайне непростая и амбициозная. К сожалению, торопясь вернуться на пальцы, Элла получила травму и на полгода выбыла из строя. Но потом пришла в форму и стала танцевать с австралийским балетом, в частности в том самом «Лебедином озере», которое когда-то познакомило ее с искусством. Она обожает балет, но в труппе чувствует себя более одиноко, чем в Бенгара. Там все были большой семьей, занимались сотворчеством. Австралийский балет гораздо более жесткая и конкурентная среда. Здесь больше ограничений и правил. И здесь удел Эллы вечный кардебалет. Она это понимает. Хотя фильм, с одной стороны, жизнеутверждающий, в нем много грусти. Для меня главный и самый трогательный кадр тот, где Элла перед спектаклем, чтобы заглушить множество вопросов и сомнений, чтобы успокоиться, плетет национальные корзиночки, как и ее предки много веков назад. И вся крошечная квартира уставлена этими корзинками. А вот французы, например, не жмотничают и стабильно каждые полгода снимают по паре-тройке фильмов или, в худшем случае, сюжетов об опера и своей школе. На секундочку, старейшей балетной академии мира. Нет, правда, документалок море, смотреть не пересмотреть. И это прекрасно. Французы, как и мы, очень гордятся своей балетной традицией, строжайшим образом подходят к вопросу отбора детей и их дальнейшего обучения классическому танцу. Театр до сих пор жесткая иерархическая структура, где, чтобы перейти на следующую ступень, нужно победить в специальном конкурсе. Также у французов все еще действуют правила, по которому артист обязан покинуть сцену в 42 года, вне зависимости от того, насколько он великий и в какой форме в данный момент находится. Но при всей жесткости и консервативности этих механизмов труппе удается сочетать порой несочетаемый репертуар. Уникальность танцовщиков французской школы в том, что они одинаково хороши в классике и ультрасовременном танце. Все исполняется на высочайшем уровне. Я расскажу о 2 документалках нулевых, которые, по-моему, уже стали классикой. Первая – фильм 2002 года «L'école des étoiles» «Поле звезд». Там нас знакомят с историями артистов: Арели Дюпон, Лорана и Лера, Мария Аньес Жило, Клэр Мари Оста, Летисию Пюжоль и ученицы выпускного класса Матильды Фрусте.
Танцовщики рассказывают о своем пути в профессию, конкуренции, биологических часиках, которые в случае артиста Парижской оперы тикают особенно громко и быстро. Также интервью дают худрук труппы Брижит Лефевр и Клод Бюсси, много-много лет возглавлявшая школу. Как раз в этом фильме мадам Бюсси произносит знаменитые слова о том, что лучше быть солисткой в кабаре Лидо, чем лебедем в последнем ряду кардебалета Парижской оперы. Единственный минус, на мой взгляд, не очень удачный выбор спектаклей, из которых показывают отрывки. В них не так видна виртуозность артистов. Если вам хочется тишины, чтобы не было никаких интервью, ничего, только чистый танец в зале и на сцене, у меня есть для вас шикарный вариант. В 2009 году мэтр документального кино Фредерик Вайсман снял «Ла Данс» – танец-балет Парижской оперы. Оператор просто следит за репетициями и спектаклями с позиции наблюдателя, не берет у участников интервью, не дает никаких пояснений и вообще никак себя не проявляет. И вот здесь как раз подбор репертуара максимально удачный. Можно посмотреть фрагменты и из нуреевской классики, и из Лакотта, и Макгрегора, и Прильжакажа. В этом плане интересно, но может быть несколько скучновато. Впрочем, все зависит от настроения и целей. Что у нас? Российские медиа, меценаты и театры в этом плане просто молодцы. В разное время выходили и продолжают выходить чудесные фильмы о балетных труппах разных городов и регионов. Регулярно снимаются сюжеты для программ вроде «Билет в Большой», «Царская ложа», а также для официальных аккаунтов театров. Боюсь, если в это погрузиться, мы тут с вами застрянем на несколько часов, если не дней. Я пока к таким подвигам не готова, простите, но хочу предложить интерактивный формат. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие российские документальные фильмы о театрах и школах вы бы порекомендовали другим посмотреть. Думаю, общими усилиями у нас получится собрать настоящую коллекцию, и в течение долгого времени вам не придется задаваться вопросом, что бы такое посмотреть. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Я желаю вам отличного лета. Отдыхайте и набирайтесь сил. И до встречи в новых видео.